Привет, друзья! Наверное, уже заждались обещанного ролика о том, где я должен был рассказать, как заработал 3500 уровней БП за первый месяц сезона без доната. Ну, так вот это он, можно сказать, дождались. Но обо всем по порядку. Hey, guys! Любите халяву так же, как и я? Тогда у меня для вас есть кое-что особенное. Сегодня мы поговорим о самой крупной и щедрой раздаче сталкоинов в Сталкрафте. Готовы испытать свою удачу? В телеграм-канале Сталкейса прямо сейчас разыгрывается целых 30 тысяч сталкоинов. Это ваш шанс стать настоящим королем Сталкрафта. Чтобы принять участие, нужно всего лишь перейти по ссылке в описании и выполнить пару простейших условий. Халявные сталкоины уже ждут вас, так что не теряйте времени и вперед за халявой в телеграм-канал Сталкейса. Поспеши, ведь окончание розыгрыша 4 августа. Начать я хотел бы с мотивации и цели сделать такой уровень. Постоянные зрители знают, что в конце каждого сезона я делаю огромный open case с огромным розыгрышем. И этот сезон не будет исключением. А для того, чтобы сделать огромный open case, мне нужно много фармить. До конца сезона я планирую заработать порядка 600-700 миллионов, но об этом уже будет отдельный ролик в конце лета. Изначально мой план был в том, чтобы сделать 10 тысяч уровней до конца сезона. Ты чё, Но я передумал, так как у меня не останется времени на контент. Поэтому я снизил планку до 8000 уровней. Ну а после первого месяца гринда снизил ее вообще до 5000. Это самый оптимальный вариант, который позволит и фармить, и делать контент. На данный момент у меня 4000 уровней. А за первый месяц сезона я зафармил 3500 и порядка 150 миллионов валюты. И прямо сейчас я расскажу, как я это сделал. Вы в присутствии короля! Многие знают локацию Могильник. Так вот, у меня с ней особые отношения. Я по праву могу назваться королем этой локации. Ваш король вернулся. На моем персонаже сейчас 1600 часов. И порядка 1200 часов я провел именно в Могильнике. Ты чё, Я настолько преисполнился, что выучил каждый блок локации. Я могу фармить ее с закрытыми глазами. Я знаю все тайны, все нычки, все ходы и все секретные места, как и подобает королю, могильному королю. Ведь, по сути, никто, кроме меня, не делал того, что делал я. Это безумие, но оно того стоило. Король отныне и на века! Здравствуй, могильник, здравствуй, дом. Я не просто так выбрал именно эту локацию. Я фармил на ней новогодний ивент, славянский и нынешний до перестроя. Все потому, что это наиболее выгодный вариант. Особенно за долгаша, так как база очень близко. И могильник почти всегда под контролем долга. На колени пред королем! Из-за того, что там быстро спавнятся споты, и они очень близко друг к другу, это эффективный способ качать БП. Сейчас на фоне вы видите типичный геймплей на этой локации. Я специально заснял АФК-сервер, чтобы вы понимали, сколько максимально можно выжать из этой локации. Ведь зачастую локация выглядела так. Особую роль играют боссы. За счет них и получается фармить дополнительно много БП и дополнительно деньги. По поводу денег, то за ходку в 20 минут у меня в среднем получалось от 150 до 200 тысяч. Большую часть этих денег составлял именно лут с боссов и бартер, который шел на аукцион. По уровням БП у меня получалось в час около 10-11 при пустом сервере и от 7 до 9 при забитом. Да, если честно, то по уровню БП это не самая лучшая локация. Но тут я брал в расчет и то, что я зарабатывал и деньги.
Плюс ко всему, это была относительно безопасная локация. Да, приходили ПКшеры из Свободы, но это уже дело такое. Все равно в схроны шло самое ценное. Тебе ни за что не занять мой трон. Но когда начинался частый ПВП-движ, я ходил на север, на Янов, либо Затон, и через часик-два возвращался в Могильник. Или если и там было некомфортно фармить, я ходил на свалку, но это бывали скорее исключения. Зачастую я проводил время именно в Могильнике. Это около 8-10 часов в день. Остальное время уделял контенту, а когда не успевал, бывало, что и сутками не спал, чтобы сделать норму. По требованию короля, покорись! Нормой для меня было 85 уровней в день и порядка 5 миллионов валюты. Этого было достаточно, чтобы до конца сезона вкачать 8000 уровней и заработать на этом всем миллиард валюты. Но я хоть и король, Во имя короля! но все-таки человек. Поэтому после месяца в таком темпе я устал и решил больше времени тратить на контент. Безусловно, если бы я качался на свалке, я бы сделал больше уровней. Чисто технически я мог бы сделать 15 тысяч, но для этого роликов бы не было 3 месяца, да и не факт, что я бы выдержал. Просто 15 тысяч – это максимальный уровень, который можно выжить без доната, играя сутками напролет. Король сам решает, куда ему идти. Почему же я не фармил на севере, спросите вы? Ведь там намного больше опыта со спотов. Я отвечу, что в плане смертности на Янове и длительной дороги это просто невыгодно в соотношении опыт-время. Так как, допустим, у меня средний показатель по выносам на Янове был около 70%, а за ходку в 20 минут я фармил около 4-5 уровней. Далее идет обычная математика. Берем за пример 10 ходок. 7 из них я бы вынес и заработал бы около 30 уровней, а времени на это ушло бы примерно 4,5 часа, так как ходки на Янов дольше, чем на Могильник, плюс потраченные нервы на Янове. А на Могильнике я бы сделал все 10 выносов из 10 и заработал бы около 33 уровней за 3,5 часа. Плюс я бы не сгорал, а чилово фармил, так как Могильник – расслабляющая локация. Вот так и получается, что на дальней дистанции намного выгоднее было фармить именно эту локацию за все существующие сезоны и ивенты, которые были. К сожалению, уже сейчас этого не получится из-за того, что убрали боссов. Фарм сильно упал, как денег, так и опыта БП, поэтому Могильник уже не так актуален, но там по-прежнему можно делать неплохое количество уровней, но лично я уже не буду там фармить, король хочет завоевывать новые территории. Король сам решает, куда ему идти. Через месяц-другой я стану королем еще одной локации, но сейчас не расскажу, какой именно. Вообще, у меня есть очень старый ролик, где я фармил в Могильнике еще зимний ивент. Вдруг кому будет интересно, посмотрите. Озвучка, правда, там не очень, сразу скажу. Ну да ладно, если кратко, то в Могильнике просто фармил все споты подряд, а как только респавнился босс, сразу бежал на него, бросая все дела. Вот таким вот темпом я и заработал такой уровень и столько денег. Правда, 1 150 000 я уже потратил, но не суть. Все мое. Я еще обещал рассказать о первой вкладке. Это такая вкладка, куда я складываю все, что нафармил за сезон. Тут только вещи, которые я получил, начиная с этого сезона, и эта вкладка не единственная. Но начну с нее. Как видите, тут просто куча кейсов, бартера и других вещей. Единственное, что сыворотки общие за все время. Северного бартера также немного. А вот бартера с Могильника очень солидно. Это в очередной раз доказывает, что я фармил именно его. Еще и бартер со свалки есть
так как иногда я туда тоже прибегал. И разные арты. Мне на самом деле просто лень их сортировать и смотреть, что на аукцион пойдет, а что скупщику. Большинство артов я сразу сливал в скупу, а это просто остатки. Ну и ценного там в принципе нет. Последняя вкладка у меня в основном только с вещами за Battle Pass, промокоды и так далее. Тут еще больше кейсов и всякого мусора. Еще одна вкладка с обликами. Я покупал их на Ауке, но так как это тоже считается за летний сезон, то просто отставил их отдельно. Может быть, потом открою, пока не знаю. И последняя вкладка с ресами убежища. Я этот материал снимал неделю назад где-то, так что тут еще далеко не все. На данный момент я уже прокачал на 5-й уровень, но об этом в следующем ролике. Ну а сейчас пришла пора продать весь ненужный бартер и арты. Итак, за бартер вышло 13 миллионов, а за северный 5. Сейчас я просто буду все сортировать и убирать с первой вкладки. А мох и камень я пущу на продажу. На текущий момент я уже продал это все и заработал еще порядка 22 миллионов. В общем, сортировка прошла успешно, и я готов сюда складывать еще вещей на 1 месяц. Потом в будущем ролике также покажу, что заработал, и это получится все, что вышло за сезон. Что еще добавить, даже не знаю. Если тебе понравилось видео, не забудь подписаться на канал и поставить лайк, это поможет продвижению канала. Еще у меня есть телеграм-канал, туда тоже можешь подписаться. Там я выкладываю разные новости и иногда провожу розыгрыши. Ну а на этом у меня все. Всем успешных выносов и пока!